Друзья, привет! Я продолжаю свой рассказ про подготовку своего 180 SX к новому гоночному сезону. И для новой доработки в этом году мне даже пришлось построить отдельную вот такую мастерскую. Пришлось мне ее построить для того, чтобы сделать вот такую вот деталь. Это новая крыша. Панель крыши из карбона. То есть это полностью карбоновая деталь. Вес этой крыши меньше 2,5 килограмм. Абсолютно супер крутая хрень получилась. Я вообще, если честно, в восторге. Было желание, и вот оно реализовалось в такую штуку. Также для того, чтобы сделать крышу, пришлось сделать вот такую вот матрицу. Матрица действительно большая, массивная. И определенная сложность в том, что в соответствии с формой детали матрица должна быть разборная. Если это не проблема, если делаешь детали из, допустим, стеклопластика, то так как карбоновая деталь у меня делается по технологии вакуумной инфузии, естественно, все вот эти вот соединения — это дополнительный риск, потеря времени на то, чтобы не было потери вакуума. В общем-то, такая вот немного непростая тоже была задача, но все получилось. Деталью я, как сказал, уже более чем доволен, потому что полностью она вся пропиталась у нас, качество получилось отличное. Но сделать матрицу, сделать деталь — это половина только дела. А еще вторая половина дела — это замена самой крыши. Крыша на 180 SX приварена точечной сваркой по кругу, и для этого мне нужно вырезать стекла, отсверлить панель крыши. Вот здесь вот где-то есть сварной заводской стык, мы его тоже вскроем, отрежем. И само вот это верхнее полотно вот с этими усилителями будет меняться. Ну, стоит, конечно, сказать, для чего вообще нужна эта переделка и какой в ней смысл. Потому что замена крыши не самое простое мероприятие. Это не так легко, как, допустим, открутить и прикрутить крышку багажника или капот облегченный. Но что касается веса автомобиля, то у нас здесь как бы две есть величины. И общий перформанс — это, грубо говоря, отношение мощности к массе автомобиля, к его весу. И здесь, наверное, крыша влияет не так сильно, но гораздо важнее местоположение этой детали. И здесь это как бы самый высокий килограмм. То есть это должно самым лучшим образом повлиять на управляемость автомобиля и на его баланс. Итак, мы подошли к замене крыши. Машина разобрана, каркас снят. Я расскажу, какие нужны инструменты. Здесь, в принципе, ничего сложного. Естественно, болгарка с шлифовальным диском и отрезным. Потом струна для вырезания стекла специальная. Зажимы для нее, инструмент необходимый. Потом обычный молоток и стамесочка, потому что нам нужно будет отделять крышу от основания кузова от усилителей. Ну и, конечно, шуруповерт или гайковерт или дрель, допустим. Сейчас разбираем остатки, снимаем вот эти вот уплотнители, молдинги, молдинг лобового стекла. Ну и постепенно начинаем сначала срезать стекла. Когда их срежем, тогда уже откроются все сварные точки. Будем отсверливать крышу. В общем, пришло время самого ответственного дела — это вырезать задние форточки, потому что на них есть вот этот резиновый молдинг, он не продается отдельно, а стекло без него, естественно, не имеет никакой эстетики. Наверное, можно что-то подобрать, сколхозить, но оригинал всегда лучше, и поэтому эта штука крайне ценная. Нужно сделать это очень аккуратно. Итак, по периметру этого стекла, естественно, герметик. И есть еще вот тут вот болтик. Здесь тоже есть металлическая какая-то направляшка, которая мешает вырезать. Самое широкое место вот здесь, но оно же прорезается легче всего. В общем, нужно сначала прорезать здесь, вставляешь струну сюда, ну и пошел дальше по периметру. Прорезать вот эту шпильку у меня не получилось.
Поэтому я прошелся до нее, а потом пошел вот так вот вокруг и аккуратненько дошел назад до нее, и стекло снялось. Никакого особого специнструмента тут не надо, только аккуратность и самообладание. Вот она уже, форточка наша. Почти отошла. Сейчас также вставлю струну здесь и пройдусь вот этот край и дойду до болта. Ну и в принципе все, она снимется. Ну что, форточка снята. Это вторая. В принципе все целое. Я, конечно, доволен. Никогда этого не делал, но, как видите, в принципе, ничего нет. Невозможно. Кстати, по форточкам стеклянные я взвесил. 2750, грубо говоря, весит каждая. Если мы сделаем их легкими и стекла будут акриловые, то я думаю, что вес где-то каждого, ну, грамм 700 будет. То есть вот порядка 4 килограмм мы еще облегчим форточками. Ну что, стекла вырезаны. Следующий этап — это очищаем старый герметик. Делаем это просто обычным ножом. А потом уже до металла зачищаем болгаркой с шлифовальным кругом. Да, столько тут высыпалось старого барахла, какой-то пыли, грязи. Но машинка не новая, поэтому... В общем-то, точки видно. Вот. Это все точки сварные, которыми крыша крепится к основанию, ко всему остальному кузову. Крыша, напомню, это только верхнее полотно. Даже несмотря на то, что все зашлифовано и точки сварки вроде как видно хорошо, я думаю, нужно действовать обязательно по правилу отмерить 7 раз, чтобы не сверлить никаких лишних отверстий в кузове. Сверлил вот эту часть и вот эту часть с другой стороны, но сейчас хочу вскрыть вот этот шов, отметить его, где он находится. Ну вот он, наш шов вскрылся. В принципе, его четко видно. Такая немножко бронзовая полоска. Единственное, я сейчас, конечно, думаю, как его лучше вскрывать. Однозначно это должен быть отрезной диск, но нужно это делать очень аккуратно, чтобы нам не пропилить основание там и сам кузов. Так, ну с этой стороны то же самое. Тоже вот он, бронзовый шов. Все довольно четко видно, место разделения крыши и основного кузова. Так что не будет никакой проблемы это место разделить. Также пройдемся здесь, но здесь более четкие точки и место здесь не видовое, поэтому начну я пилить здесь. Посмотрим, насколько нам нужно сделать пропил, чтобы панель крыши отошла от кузова, и уже на опыте вот этого места буду пробовать там. Ну что, крышу отсверлил по периметру всю вроде как. Сейчас начну стамесочкой аккуратно отделять в некоторых местах. Посмотрим, как она пойдет. Да, ну и нужно аккуратно, конечно, ее подстукивать, потому что еще, возможно, где-то, ну вот, по задней части, допустим, меня смущают, могут быть еще где-то точки не отсверленные. Поэтому также спокойно, аккуратно, методично делаем, никуда не торопимся. С помощью молотка и стамески
Открываются помаленьку швы. Итак, вот он, этот последний элемент, который не дает снять. Я его уже отсверлил. Заодно мы видим, что это усилитель, так как крыша у меня была с люком. Он вот такой вот короткий. На крыше без люка он идет во всю длину. Но к усилителю вернемся позже. А пока надо снять крышу. Что, получился вот такой кабриолет. Сейчас будем примерять. Но сначала взвесим старую. Итак, когда крыша снята, самый важный вопрос, сколько же килограмм весит стандартная панель. Напомню, что наша новая крыша весит 2400. И получается, мы скидываем 7 килограмм. Но прошу заметить, что вот эта же металлическая крыша, она с люком вроде как. Но люк у меня уже заменен на лист поликарбоната. То есть если бы она была с стеклом, с родным, с его креплениями, с резинками и так далее, то я думаю, там еще пара килограмм бы была точно. Ну и теперь, когда все снято, я думаю, пришло время как раз нам примерить крышу, посмотреть, как наша новая карбоновая деталь будет смотреться уже на машине и как она вообще с ней будет стыковаться. В принципе, 2 килограмма, конечно, одной рукой берешь и ставишь, не сравнить с железным листом, который был почти 10. Ну что, круто, я доволен. Я доволен, реально. Да. Стало все хорошо. Здесь все повторяет полностью стоковые места, потому что, ну, это все-таки копия стандартной детали. Я думаю, что нам нужно будет в первую очередь подогнать вот эти места, потому что здесь они сделаны с запасом. То есть вот по вот этой форме нужно будет их еще раз обрезать. Здесь есть вот такое вот крепление. В стандарте это крепление молдинга. Элемент этот такой сиплый. Чуть-чуть нажимаешь, и она... Я вообще эту часть обрежу и оставлю карбоновую, потому что у меня эта часть отформована на крыше. Она повторяет тоже сток. Ну что, крыша была примерена, и следующий этап ее подгонка. Потому что это первая деталь, и у нас не было возможности четко обозначить вот этот вот стык, потому что на машине он скрыт. Плюс к этому нам нужно проверить все плоскости, чтобы везде было плотное прилегание, потому что крыша будет садиться на клей. Потом, ну нам нужно удалить остатки старого где-то герметика, где-то заделать вот такой вот какой-то облой от высверливания неровности. В общем, вывести все плоскости, чтобы крыша прилегала идеально.
Ну что, стык готов, он обрезан, обрезан так, как это должно быть на заводской детали. Напомню, что крыша это первая, поэтому сделать это сразу возможности не было. Но теперь у нас есть в любом случае какой-то шаблон, и если я захочу сделать вторую такую крышу, то по нему можно будет все отформовать и все обрезать так, как это должно быть с завода. Сейчас крыша уезжает в малярку, будет покрываться лаком, чтобы защитить ее от ультрафиолета, чтобы она не пожелтела на солнце со временем, как это может произойти с любой карбоновой деталью. Если речь идет о детали внутренней или элементарно какой-то скрытой от солнечного света, то делать это не обязательно, но для такой вещи, как крыша, это, конечно, просто необходимо. Ну что, как раз на моменте, когда крыша уехала в малярку, я думаю, пришло время сделать небольшую паузу. В следующем эпизоде я расскажу про подготовку кузова к установке крыши, непосредственно про саму установку, про вклеивание крыши. Также, я думаю, обязательно нужно сделать отдельный эпизод про подготовку всей машины в целом к новому гоночному сезону, потому что доработок куча, и рассказать есть о чем. У нас и усиление морды, и облегчение, и изменения в аэродинамике. В общем, обязательно будет новая серия на эту тему. И я, конечно, хочу сказать спасибо тем, кто не теряет интерес к проекту, несмотря на то, что новые серии выходят недостаточно часто, мягко говоря. Ну и когда пишут какие-то комментарии или вопросы в соцсетях, там Инстаграм или здесь же на Ютубе, конечно, это мотивирует дополнительно. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующем эпизоде.